Привет, с вами Knaller и вы попали на супер-пупер туториал по Knaller XPS. Данный урок посвящен базовым вещам для полноценной работы в программе. После просмотра данного видео вы, уважаемые кналарщики, станете профессиональными позерами и первоклассными крутыми рендерами. Приятного просмотра. Что такое Knaller XPS? Если вы слышите про данную чудо-программу впервые, то пару слов о ней. Буквально пару слов. Рассказывать особо нечего. Knaller XPS, Knapping Studio, 3D бесплатное программное обеспечение, позволяющее позировать авторские извлеченные из видеоигр модели. Была создана программистом Дусен Павличек в 2009 с целью вытащить из Tomb Raider Underworld модель Лары Крофт. На данный момент разработка программы неофициально прекращена. Последняя версия, 11.8, есть версия для Mac. Нету версии для Linux. Установочка, чтобы жизнь медом не казалась, для корректной работы наши проги нужны. NetFrame.org и Xnap.org. Скачать их можно с официального сайта Microsoft без регистрации, СМС и проблем для вашей пиратской винды. Ссылочки на установку в описании к данному видео. После установки нужных компонентов идем вот сюда и скачиваем нашу программу. Загрузив XPS, вы получите файл по имени knallerxps.zip, который вы можете распаковать куда вам угодно. Интерфейсик. При открытии мы видим два окна. Рабочая область и контрольная панель. Программа сохраняет в рабочей области все, что мы видим в ней. Ее размер легко меняется. Контрольная панель состоит из панели задач с выпадающими списками команд. Области с информацией о моделях. Модел. Выбор нужной модели на сцене. Ось. Расположение модели на сцене. Рядом кнопочки Lock и 0. Первая закрепляет расположение модели на сцене. Вторая ставит ее в первоначальное место. Scale – размер модели. Кнопка 1 рядом возвращает оригинальные размеры 3D объекта. Список костей. Под ним камера-пивот со второй кнопкой Lock. Камера-пивот позволяет установить камеру перед основными костями модели. Lock в данном случае закрепляет расположение камеры и область позирования модели, состоящая из трех осей координат X, Y и Z. Height, регулирующую высоту расположения модели. Нули под ползунками. Сброс. Дальше идет форма для ручного ввода координат. Reset Selected Bone. Сброс всех координат и мод. Режим работы с костью. Про эту кнопочку мы поговорим чуть позже. Добавляем модели. Идем в Google, вбиваем на английском Knaller Models название игры и нужного персонажа или вещи. Большинство моделей есть на DeviantArt.com. Ссылочки на группы по XPS можно найти в меню нашего сообщества ВКонтакте. После скачивания распаковываем архив с моделью в папочку Data. В программе есть три способа открытия модели. Первый способ – идем в файл, Add Model S, Ctrl+I. Откроется диалоговое окно. Если у модели нет превью, то ничего страшного. Нажатие Ctrl позволяет выбрать несколько моделей. Второй способ – возьмите ни. В папке модели нужно найти файл с названием generic_item.mesh, выделить его и потянуть в рабочую область. Третий способ используется в том случае, если остальные почему-то не работают. Идем в Modify, Layout Generic Item и ищем файл generic_item.mesh нужной модели. Программа может тянуть примерно до 5 3D объектов на сцене одновременно. Дополнительно вы можете добавлять простые модели с расширением Object через Modify, Load Static Object. Убрать модель со сцены. Файл, Remove Selected Model, Ctrl+X. Ознакомимся с основными горящими клавишами для работы. Левая кнопка мыши – вращение камеры вокруг модели. Правая кнопка мыши или колесо мыши – приближение и удаление камеры. Shift с левой кнопкой мыши – движение камеры по горизонтали. Ctrl+Alt+ левая кнопка мыши или Shift со стрелочками. Перемещение модели по сцене. Посмотреть полный список вы всегда можете через Help, 3D Window Controls. Позирование. Выбираем нужную кость в списке или на самой модели левой кнопкой мыши. Выбираем нужную позу через ползунки или через специальные горящие клавиши. У костей есть три режима работы.
который выбирается через кнопку Mode, Rotate, вращение, Move, перемещение, и Scale, масштаб. Сбросить всю позу вы можете через файл, Remove Selected Pose, Alt+X. Сохранить ее для использования на других моделях. Save Selected Pose. Загрузить готовую позу можно через Load Pose, Ctrl+P. Помните, что модели разные и одна поза будет смотреться по-разному на них. Найти готовые позы можно через наше меню в сообществе ВКонтакте. Нашу модель можно клонировать. Отражать положение костей или всю модель. А также закреплять определенную кость через Lock Selected Bone. Ctrl+L. Сохранить промежуточный результат можно через файл, Save Scene. Загрузить готовую сцену, Load Scene. Бросить всю сцену, Reset Scene. Также можно настроить автосохранение через конфиг, Autosave Interval Post. Обработка. В XPS есть простые способы обработки изображения. Идем в Options, сеть Background Color, выбор сплошной заливки фона. Async Background Image. Выбор текстуры для задника. Откроется меню с 4 стилями размещения изображения. Выбирайте большие текстуры для задников, иначе не запасетесь орденами зажатия JPEG. Remove Background Image. Удаление задника. Async Hot Image. Выбор текстуры для переда. С помощью PNG изображений можно имитировать интерфейс чего-либо, рамку, вид со шлема и так далее. Remove Hot Image. Удаление передника. Display Textures. Показ тех или иных текстур. Display Shadows. Показ теней от 3D объектов на пол. Display Advanced Shadows. Показ теней на 3D объектах. Настройки данных теней находятся в конфиг, Preference, Shadow Map. Display Ground. Показ пола. Lighting Parameters. Настройки освещения. В Xnalera специфичная настройка света. Light 1, 2, 3. Это не конкретные источники света, а сила освещения. Light 1 – самый сильный. Light 3 – самый слабый. Камера Parameters. Настройки камеры. Post Processing Parameters. Настройки яркости, контрастности, гаммы и графических эффектов. Про данные ползунки забываем так как при их настройках возникают крупные проблемы с сохранением. Тем более все, что есть здесь, можно настроить в любом графическом редакторе, Display Accessories и Mic Items Optional. Опции показа дополнительных вещей у модели. Display Accessories показывает подготовленный список аксессуаров у модели. Mic Items Optional позволяет убирать или показывать целые меши у модели. Мы пропустили оттуда. Данная функция служит для соединения моделей. Про это будет отдельный урок на нашем канале. Подписывайтесь, чтобы не пропустить его. Пункт Шейда – это список с эффектами. Вы можете самостоятельно посмотреть, что они из себя представляют. Отметим только, что их настройки находятся в конфиг, Preference, Window. 3D Canvas Size можно установить определенный размер рабочей области. Визуализируем наши результаты через Save Image. Если вы не использовали эффекты, то появится маленькое окошко. Убираем галочку с Render Low. Логотип программы нам ни к чему. Image Size.
процентное соотношение сохранения работы. Чем больше, тем лучше. Но не все проценты может потянуть ваш компьютер. Выскочит огромная ошибка. Поэкспериментируйте, чтобы узнать, какое максимальное значение поддерживает ваше оборудование. Чтобы зарендерить с пустым фоном, ставим галочку возле Safe Alpha Channels. Уменьшайте рабочую область, чтобы было минимум пустот. Так вы сэкономите время рендера и уменьшите в разы размер итогового изображения. Ну, вот и все. Ребята, установите 3D Max или Blender лучше. Пишите в комментариях, на что вы в первую очередь хотите видеть дальнейшие уроки. Оценивайте данное видео, делитесь с ним друзьями. А самое главное, подписывайтесь на наш канал и наш сексуальный паблик ВКонтакте. До новых встреч. Спасибо за просмотр.